Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реалистик PS. На самом деле этот ролик планировался уже достаточно давно, и если не лукавить душой, то еще где-то с начала нового футбольного сезона 23-24, когда мы только-только получили обновление до eFootball 2024, поскольку уже тогда всплывал контент из китайской мобильной версии eFootball, по поводу которого у нас у всех возникали вопросы: а как это так, почему у них есть такое, а у нас такого нет, и стоит ли нечто подобное ожидать и у нас. И уже достаточно много воды с того момента утекло, но тем не менее вопросы все еще остаются актуальными, а тот или иной контент мы все равно умудряемся наблюдать всякий раз, когда появляется что-то новое и что-то интересное. А поэтому давайте в лишний раз ознакомимся, что же есть у китайских игроков в eFootball Mobile, чего нет у нас. И попытаемся разобраться, почему же именно так и происходит. Стоит ли ожидать изменения в этом вопросе и дождемся ли мы такой контент когда-нибудь. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. Если вам необходимо пополнить свой аккаунт в Steam, но вы не знаете, где это сделать, то у меня есть для вас решение. Купи-код. Это не просто сервис, а целая игровая экосистема, которая делает упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывает турниры и предлагает систему лояльности. У них самая низкая комиссия на рынке, и помимо пополнения, также на их сайте вы можете найти игры, которые недоступны для нас в Steam. Раздел «Недоступные в РФ». Здесь собраны все игры, которые пользователи не могут найти в магазине Steam, но благодаря купи-коду их можно приобрести на свой российский аккаунт, и не нужно в лишний раз париться с созданием новых профилей и прочими трудностями. Пополнение аккаунта Steam на их сайте происходит в несколько действий, просто, дешево и безопасно. Все, что вам необходимо сделать, так это ввести логин, указать мой промокод и нажать «Оплатить». Купи-код не запрашивает данные от аккаунта, только логин, а поэтому все безопасно. А если вы используете именно мой промокод, комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Также через купи-код можно пополнять казахстанские аккаунты Steam, а также другие регионы: Турция, Аргентина и так далее, по крайне выгодным ценам. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупку. Ссылка в описании. Итак, что же нам известно касаемо китайской версии eFootball 2024 Mobile? Во-первых, эта версия игры недоступна для всех желающих, то есть вы не можете вот прям вот так вот спокойно скачать и начать играть в нее, поскольку у Китая и без того закрытый рынок, и поиграть в их игры на их серверах это достаточно трудная тема, если в целом возможно. В случае с eFootball Mobile, конечно, возможно, но для этого придется пройти через не одну преграду, и по сути это будет игра на костылях. Стоит ли она того? Ну, вопрос риторический. Мы здесь за другим вопросом. Но суть заключается в том, что китайская версия eFootball Mobile отличается от обычной версии, которую играем мы с вами, в которую играют в других европейских странах, в Америке, в Южной Америке и так далее. И на то есть свои основания, о которых мы поговорим чуть-чуть попозже. Что же касаемо контента. Контента там на самом деле предостаточно. Такого, которого не было ни в PS Mobile, которого нет ни в eFootball Mobile, и не факт, что вообще появится. Ну, во-первых, как мы обсуждали еще осенью, то ли в октябре, то ли в начале ноября, у них есть какой-то аналог Мастер-лиги онлайн с полноценным рынком и прочими прелестями. Но опять же, подробнее все это дело мы обсуждали в отдельном ролике, ссылка на который должна была выскочить в правом верхнем углу. Также касаемо китайской версии eFootball Mobile, нам известно, что у них присутствует и свой кооперативный режим. И если я не ошибаюсь, и в целом я все правильно понимаю, исходя из предоставленных скриншотов, в целом корявого перевода, то у них даже кооперативный режим как-то отличается. И у них он как будто бы более полноценный, что ли, как будто бы здесь присутствует намного больше игроков, нежели присутствует у нас. Но наверняка ничего говорить не буду, потому что, опять же, это китайские иероглифы, китайский интерфейс, а поэтому вероятность того, что я что-то не так пойму и все выглядит не так очевидно, как может показаться на первый взгляд, очень-очень высока. Ну а суть в том, что кооперативный режим у них также отличается от того, что представлен у нас. По сути, у нас кооп сейчас представлен в рамках товарищеских матчей и ивентов, которые по продолжительности в новом четвертом сезоне стали намного меньше, и, по-моему, проводятся то ли 3, то ли 4 дня. Также, что немало интересно, в китайской версии, по-моему, строго все с донатом и с внутриигровыми покупками, по-моему, не так жестко, как в Бельгии, где лутбоксы вообще запрещены, и поэтому в бельгийской версии вроде как недоступны паки, но даже при всем этом в китайской версии игры очень большое количество разного рода паков, которых мы, скорее всего, никогда не увидим.
Начиная от паков с китайским стилем, вот, например, на этом скриншоте представлены Фоден, Дэвис и, по-моему, Влахович в оформлении так называемого китайского Нового года с драконом. Ну, карточки как карточки, ничего такого. Та же самая команда недели, которую мы наблюдаем и в основной версии игры. И что самое интересное, пак с игроками мадридского Реала, в котором представлены все особенные карточки мадридцев, которые были в игре ранее. То есть это шоу-тайм карточки. Представлены в командах недели Родриго, Чуамини, Камавинга, Карвахаль. Специальные карточки клубных селекций Браима, Хаселу. Та же самая номинальная карточка Начо, которая была в паке капитанов. В общем, это прям-таки полноценный набор с игроками мадридского Реала. И на самом деле это далеко не весь контент, который отличается от того контента, который представлен у нас или просто представлен в слегка видоизмененном виде, но это все, что, скажем так, мы имеем, исходя из скриншотов и видеозаписей, которыми делятся другие игроки. Опять же, повторюсь, к сожалению, у нас нет возможности так просто зайти и посмотреть, как оно там происходит. Но есть возможность ответить на вопрос, а почему в целом так происходит, почему ситуация так разнится в китайской версии игры и в, скажем так, всеобщей. А разница в том, что с выходом на китайский рынок Konami помогает какая-то сторонняя студия, которая помимо того, что в целом представляет игру, игра разработанная Konami, но на китайском рынке представляется вроде как другой студией, другой организации, компании, и она же помогает Konami с контентом для китайской версии игры. То есть, грубо говоря, это скорее всего даже не заслуга самих Konami касаемо этих паков, оформления, каких-то режимов, а той самой компании, той самой студии, которая и помогает Konami на китайском рынке. Ну, грубо говоря, это вот как если бы Konami решили также выпустить отдельную версию для нашего региона, для России, грубо говоря, и Konami с этим помогали какие-нибудь там 1С, которые помимо перевода и прочей локализации, также помогали бы, например, и с контентом, и выпускали отдельные паки с игроками российской премьер-лиги, которых бы не было в основной версии игры, и тут нечто похожее. А поэтому и шанс того, что нечто подобное появится и в нашей всеобщей версии игры крайне мал. И малый improved. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Учитывая, что интересные находки были и до этого, и год назад, и во времена PS Mobile, потому что во времена PS Mobile контент также различался в этих мобильных версиях. Учитывая, что за все это время весь контент, который был в китайской версии игры, так и не увидел свет в всеобщей версии, ну, шанс, опять же, на то, что он появится у нас когда-нибудь, он крайне мал. Поэтому в этой ситуации остается актуальным лишь вопрос, почему Konami не перенимают этот опыт своих китайских коллег, скажем так, и не реализуют нечто похожее, может быть, не точь-в-точь, не те же самые режимы, но нечто похожее, остается загадкой. Банальная лень, и они не видят в этом нужды, поскольку донаты идут, карточки выходят, а поэтому зачем стараться больше. Ну а что думаете вы, дорогие друзья, по поводу всего увиденного, насчет паков, насчет режимов, пишите в комментариях, буду рад прочитать, ознакомиться. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, ну а если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. У меня на сегодня все, я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. Всем пока!